Поселок Есей. И вот мы наконец высадились на берег озера Есей. Накачали наши новые лодки. В этом году поход 900 километров. Стартуем в поселке Есей. Далее озеро Есей. Река Сикасян. Река Котуй. По Котую идем до малого притока Уоран. И там стартуем в Волок. Примерно 17 километров до реки Дёгдё. Далее река Дёгдё. Река Катуйкан. Река Котуй. Возвращаемся на реку Котуй. Ну и река Хатанга. И финиш в поселке Хатанга. Итого 900 километров. Прощальный взгляд на озеро Есей. Взгляд на Евгенича. По Сикасяну только какие-то болотины идем. Сегодня как к лесу не выйдем. Кто там? Хариус, Олег. И такой неплохой. Я и не ожидал. Опа, был Хариус. Не, ну раз один клюнул, должен второй клюнуть. Это сик, что ли? И какой жирненький, а? Мы что, их жарить или будем что делать? Вот у нас улов сегодня сиг и харюзок одинакового размера. На пожарить. Сейчас на посолить еще поймаем. Первый перекатик на Сикасяне. Посмотрим, что тут харюза должны стоять. Я засолку какую-то поймал. О, небольшой хариус на засолку как раз. Все, нам хватит 3 рыбы, да? Пропитание мы на сегодня добыли. Шли по реке. И на берегу вот такая штука лежит. Располовиненный череп с рогами. Там дальше вон еще кости. Большие рога. Торжественный момент этого дня похода. Котуй. Евгеньевич, поздравляю. Первый этап похода завершен. Первый. Первый это был прилет в Туру. Второй прилет в Есей. Так какой это? 4-й этап? 3-й? Потом озеро Есей, ну не знаю, это с Есеем, наверное, 1 этап. А Сикасян это 3-й этап.
Ну, в общем, поздравляю, выбрались мы с Сикасяна. Теперь Котуй. Сегодня весь день нас поливало. А на ночь встали, и солнце выглянуло. Встали на косе песчаной. Но зато тут дров неограниченное количество. Все кусты топляком забиты. Ох, чайку сделаем. Сегодня щуку пожарим. А место красивое. Да, Евгеньевич? Тебя устраивает стоянка? Да. Ну и хорошо. Олег там он встал посмотреть каньон. Там ручей впадает через узкий каньон. Сейчас глянем. На севере погоды нормальной не бывает. Или холодно, плюс 5, или сразу плюс 30. Солнечные панели вообще как ненормальные заряжают. Тут, наверное, какая-то озоновая дыра. Ультрафиолет сплошной. Что смешного я сказал? По-научному вроде говорил. Звук мух? Да, они автоматически позаписались. Звуки природы. А скалу как не начнешь снимать, сразу какая-то хищная птица. Пиу-пиу. Люди подумают, что я специально накладываю. Красиво. Да, люди ничего не подумают. Что не подумают?
Зато хотят замолчат, что это. А где птицы все? Где звери? Где все звери? В зоопарке где? Зверей на видео не видно, потому что, ну, если даже они есть, мы их видим, но снимаем-то мы на широкоугольную камеру. И даже если зверюга в 20-30 метрах, на видео она занимает 2-3 пикселя. А Денис так снимает, что от зверей одни рога остаются. да, мы пытались на Сикосяне оленя снять, а он что-то развалился, одни рога остались и позвонки. Вот здесь приток. Сейчас посмотрим, может, можно там встать где-нибудь. Ну, пока для ночевок тут мест не видать. Ну, хотя бы здесь порыбачим сейчас на речке. Вот наш ужин в лодке. А где встать? Так, на речке встать негде. Поедем дальше. Пейзаж и детали нашего быта. Ужин. Добываем ужин. Евгеньевич делает наш любимый салат. Лук с солью, лимонной кислотой и подсолнечным маслом. Другие овощи у нас тут не растут на речке. А может и растут, только мы не знаем. Добавляем соль. Лимонная кислота. Это чуть-чуть. Вот камешком это все мнем. Как только дало сок, потом добавляем подсолнечного масла и салат готов.
Вон еще одна плывет. Олег, тут другие щуки. В лодку почти запрыгнула. Другие щуки и заинтересовались. Давай еще такой прыжок. Евгеньевич, ты спишь? Олег, ты на Таймыре, не спи. Это север, Арктика, замерзнешь. Опять гуси. Он по скалам бегают. Строматолиты под ногами. Вот кругами разводы. Так и удалось нам встать на этих плитах. Вот у нас баня топится. Намоемся, напаримся. Мы решили, что бане хватит топиться. Сейчас воду подогреем для поддавания. И пойдем в баню. Что-то как-то тесно получилось. Честно, да. Ну давай, бомби. Туда. Все, что ли? Сейчас, подожди. Столько дров сожгли. О! А мы тут все запотело. Ну давай еще. Хорошо. Да есть нормально. Баню уже разобрали, помылись, попарились. Всё, чай попьем и спать. Не, ну если кто-то только добрейший из людей сделает нам оладушек Со сгухой, да? со сгухой. Ну, не знаю. Надо подумать. Удобное место и под баню. И даже умудрились тут относительно ровные места найти. Палатки поставить. Тут стоят 6 штук, мы насчитали. 6 штук щук. За блесной... что-то блесна не вращается. О, пошла. Опять это же схватила. Оп, выплюнула. Ну вон та вообще здорово стоит, вон. Видишь, вот там в яме. Да, за камнем.
вот, уважаемый, чай с можжевеловыми веточками. А ты уже пробовал его, да? Ранее. Спасибо, Евгеньевич. Неплохо. У основания скалы здоровенная змеюка белая или рыбина смотрит на реку. Фу. Есть. Подходим к устью Верхней Налы.
Сейчас посмотрим на предмет ночевки. Приготовили ужин и сразу же и завтрак. На завтрак приготовили. Палатки еще не ставили. Солнце сейчас за гору завалится. Уже холодает. Вечер сегодня красивый. Скалы постепенно гаснут. У нас в сковороде лепеха к ухе. Уха без лепехи. Что? Рыба на ветер. Это мы по-прежнему в устье Верхней Налы. Вот наши друзья летают, мониторят, что тут у нас происходит. Ну все, дошли почти. Вот это вот остров, ну полуостров, там уже Нале. Вот устье нижнее Нале. Сегодня здесь ночую. О, ну двоечку. Какие воды добавить. На сегодня ленивый костер, без палки-держалки. Просто бревно подожгли и пододвигаем его постепенно. Оно смолистое, хорошо горит. Распогодилось, разрывы в облаках все больше. Сегодня нам совсем мало пройти нужно, километров 16. Где-то после обеда только выйдем.
А следующая стоянка, это уже с нее стартуем на Волок. Пошел я пробовать рыбачить. Ну раз уж мы на рыбалке. Зацеп, рыба. Отломил мне один крюк. Сейчас, гуляй. Гуляй. Отчаливаем от стоянки в устье Нижнее Нале. Сейчас нам нужно пару порогов пройти, ну или пару шивер, и через волны на левый берег переправиться для обноса порога. Так это водопад, а не порог. Смотри, какое падение. Впереди уже показалось устье реки, по которой в Волок стартуем. Там такие же скалы, как вот эти.
Можно будет рассмотреть поближе. В речке вода есть. В устье глубина. Может, какая рыбка стоит. Это место проектировал главный дизайнер, однозначно. Костер мы уже развели. Надо попробовать, кто водится здесь, в этой речке. Я полегче поставил блесну в надежде на сигая или хариуса. Угу. Ага, кто-то есть. Кто такой? Хариус? Ничего себе, Хариус, Олег. Вот это удача. Вот они где все Хариусы. Ага, гоняются за блесной. Да что такое? Таймень, что ли? Или щука? Таймень! Ну, да, не хочет. Нормальный такой. Ёкарный бабай. Олег, ты хвост видел? Ты чё за крокодил? А, ушел. Ну, конечно, четверочка-то. Интересное место здесь. Мало того, что красивое, так еще и на медведя богатое. Второй медведь за вечер. Второй медведь за вечер. Один вот там на противоположном берегу ходил, что-то по своим делам. Но мы его не пугали, он просто сам ушел в кусты. Я его заснял. А этот слишком близко был. Вот здесь вот над палаткой у основания горы что-то по склону шатался. Мы его спугнули, и он побежал вон к той расщелине. Видимо, туда хотел, что ли. Не знаю, вряд ли там есть выход наверх. И вот по этому курумнику камни покатились, он вместе с ними вниз. Надеюсь, он ничего себе не сломал. Ну, теперь медведь в курсе, что мы здесь, надеюсь, больше не придет. Реально, откуда он вышел? Ну, так же вдоль берега шел, наверное. А че его потащил по склону вперед? Возможно, нас увидел, решил обойти. Я сначала подумал, да, что он что-то такой, он нас поздно заметил, начал обходить. Ну. Тут морозы, ты знаешь, какие зимой? Как он вообще зимует, спит в своей берлоге? 70 градусов мороза. А мы так напугали его. Почему здесь 70 градусов мороза? Ну, ему уже тяжело здесь жить. Нам тоже. Да, Не просто. Нам нормально. Весь лес в оленьих тропах.
Я надеюсь, они по всему нашему Волоку эти тропы проложили. Шерсть оленя лежит. Сразу красоты. Какой приятный лесок. Как парк. Трава пострижена. Ничего не мешает ходить. Здесь на скалах сухо, видимо, поэтому не растет эта обычная тундра. Успели мы сходить на скалы до того, как тучи налетели. Так, борщ у нас уже готов. Нужна лепеха к борщу. Сейчас будем делать лепеху. Вот это импровизация. Да? С лепешкой. Никогда не готовили лепешку. Но и вот опять. И вот опять. Так, приступаем. Для лепешки нам понадобится мука, соль, вода. Все. Спрашивали рецепт. Это даже не рецепт. Просто муку с водой смешать и с солью. И все. Но обычно на сухой сковороде делаем. Там у нас немного масла осталось. Его жалко. Так что сделаем в этот раз на масле. Ну, сейчас вечер. Медведи должны опять выйти на маршрут. Вчера он во сколько пришел? Да, уже пришел. Уже пришел? Все, лепешка готова. Ну вот и наш ужин. Борщ и лепешка. Приступаем. Настиг меня рыбацкий азарт. Не дает покоя этот монстр, который вчера вечером мне клюнул на блесну. Четверочку. Опа! Взял! Это он? Нет, это не он. Меньше. Это не он.
Давай, давай. Сейчас стартуем в Волок на речку Дёгдё. Надеемся, там будет чистая вода, не в пример котую. И рыбалка. Будет ловиться что-нибудь, кроме тайменей. Наши чемоданы уже собраны. Получилось по 39 килограмм. Ну, лишние продукты не стали там сжигать или что. Все с собой несем. Здесь только лишний пластик весь сожгли. Мы стартанули вдоль этой речки. Будем подниматься 7 км. Потом еще 10 через перевальчик небольшой. По оленей и тропке идем. Главное, чтобы они нам навстречу не попались. Толпа оленей, пройдет тьма оводов будет. Речка превращается в каменную реку. Но я думаю, это временно. Да мы по руслу пошли в расчете, что вода питьевая всегда будет. Так бы по вершинам шли, там курумников нет. Но воды нет, пришлось бы с собой воду брать. Местность тут, конечно, как до начала времен. Скалы, каменные осыпи, курумники. Вон сопка впереди с осыпями виднеется. Это уже противоположный берег Дёгдё. Практически дошли. Ноги должны бы уже в припрыжку нести к финишу. Но что-то сил нет уже. Все гудит. Евгеньевич по-прежнему с нами. Ну, воды совсем мало, но байдарка влезет. Все, снимаем рюкзаки. Ну. Вот тут место есть. Мы найдем. Ну, сейчас найдем куда, где ночевать. Поздравляю вас, Денис Анатольевич, с завершением сложного этапа. Вас также взаимно, Евгеньевич. Встали вот у этого ручья каменного. Палатки у нас уже стоят. На ужин будет гуляш из сушеного мяса, сушеных овощей и настоящей томатной пасты. Там настоящая томатная паста есть. Вот он гуляш. Вкусно, кстати. Почти как настоящий. Нюанс только в том, что у нас овощи сушеные, у нас терпения не хватает довести их до готовности. Так, слегка альденте овощи с альденте сушеным мясом. Но на вкус почти как настоящий гуляш. Евгеньевич, ну как там? Да, вообще супер. Похоже? Лучше оригинала. Сплав совсем другой, не как на Котуе.
Хорошая смена обстановки. Вот с тенью больше масштаб, глубина больше считывается. Евгеньевич парит над камнями, над курумником, над россыпью. Скорость продвижения у нас мизерная. На сегодня у нас норма 23 километра. Думали, рано будем заканчивать сплав, там рыбалка, готовка, баня. Но, скорее всего, часов 8 только закончим сплавной день. Смотрим с Олегом рыбу под водой. Сначала рыбу надо найти, потом кидать блесну. Специфика рыбалки на дюгдё. Сейчас таймишонок так клюнул. Олег шел в воду, смотрел, говорит: о, рыба. Я кидаю этой рыбе блесну, она хватает блесну. Четко было сработано. Только я не довел дело. Сорвалась. Эффективная команда. Вот она, рыба твоя. И куда он поплыл? А вот он. Ну что, надо его ловить? Сидит. Работает схема, Олег. Им тут жрать нечего, да? Что-то, по-моему, это не тот, какой-то сильный. Тот вроде маленький был. Да сейчас он устанет, я надеюсь. Да вроде небольшой, а что такой сильный? Он сейчас сам тебя к берегу приведет.
Сундукок небольшой. Все, устал. Давай попробуем взять тебя. Опа. Не-не-не. Давай, давай, иди сюда. Что-то Олег, он какой-то слишком большой. Не. О. Давай, гуляй. Да, в воде маленький, кажется. Остановились на обед на куче песка. Лук толстенный растет и много. Олег, а раз уж это столько лука, помнишь, эксперимент хотели сделать? Лепешка с луком. Нарезка нашего главного овоща. Главным нарезчиком наших главных овощей. Ленивые пирожки с луком. Вот они готовые. Попробовали. Евгеньевич, вау-эффекта нет, да? Причем вкусно? Ну, в принципе, получилось вкусно. А главное, ну, тоже как вот оладьи, только расход муки в 2 раза меньше. Получилось неплохо. Рекомендуем. Скалы на Дюгдё стали интересные появляться. Вполне себе конкурируют с Катуйскими. А это, наверное, интрузия базальта. Через трещину на поверхность прорывалась. Вот еще, да, вот 2 интрузии базальтовые. Это, наверное, когда сибирские трапы извергались, в том числе плата Путарана. Вот лава сквозь трещины проникала. Мирно пополам треснул так, бах.
Впереди скалы интересные. Вон первая, вторая рассыпались, вот третья еще стоит. И дальше они по нарастающей, все больше и больше. Там уже солидные стены. Подходим к петле реки Дёгдё, незадолго до устья. Вот, и здесь перешеек совсем тоненький. Где-нибудь зачалимся, сейчас входим посмотреть. Вот и Катуйкан. У того притока, правый приток Катуйкана. Тоже устье красивое. Так, Дёгдё. Опа, камень! Засмотрелся на красивые скалы. Надо на реку смотреть. Ничего себе, какое устье у Дёгдё. Порог. Евгений там по камням просочился. Встали мы на ночь на Катуйкане, вот у этого ручейка. Хотели сразу, как с Дёгдё выйдем, и где-нибудь там встать. А берега были что-то вроде вот этого. Валуны, большой уклон. В общем, встать было, ну, мягко говоря,
негде. Ну и вот, на счастье, такие площадки, сланец с ровной поверхностью ручья. Такое специальное варенье. Это передавленная с сахаром красная смородина. Ах, объедение будет. Ну-ка. Кислющие. Но нам такого не хватало. Может, сахара добавить? Все равно вкусно. Харикус, наверное, или мелкий-то мешон. Выплюнул. И что, он сидит там, что ли? Нет. Ага, опять харюза стоят. О, харюзок. Ну, это самая эпичная скала Катуйканская из тех, что видели, да? Сейчас рыбачим, дальше идем. Вот про эту косу я говорил, что можно заночевать здесь.
Встали мы под этими эпичными скалами на Котуйкане. Солнце подсветило, но место красивое. Нам этот массив скал от начала и до конца видно со стоянки. Вечером на солнце раскрасит, красоту наведет. Жарим, варим рыбу. Сейчас на ужин будет хариус жареный. И, наверное, с кускусом. О, пока я тут с камерой ходил, там, по-моему, начало гореть. Вроде нет. Даже еще не зажарено. Жарится дальше. Жареная рыба будет, уха будет. И чуть-чуть подсолим. Последние несколько перекатов харюза брать начали. Первая часть ужина готова. Наше традиционное блюдо. Жареная рыба с кускусом. Кускус все-таки к рыбе он это подходит. Вышли сегодня в 8:15. Вопреки нашему обыкновению где-нибудь в 10, в 11 выходить. Опаздываем. На 12 километров отстаем от графика. На 2 часа опаздываем. Решили сегодня малость наверстать. Кто-то сидит. Причем несколько раз пробовал. Блеснул на вкус, только потом сел хариус, наверное. Да. Хариусок. Рыбы нет, да? Олег, таймень за блесной шел, как рыбы нету.
Вот и Коту. Снова Коту. Нам туда, вот вниз. Марсианские скалы. О, ничего себе, что там такое впереди? Шивера. И волны поднимают. Встаем на этой косе галечной. Вид здесь будет в ту сторону, вот скалы. Напротив скалы. Туда тоже скалы. И там тоже скалы. А сзади лес. Мы расположились. Палатки уже стоят. Рис варится. Чай кипятится. Солнце, как и полагается, красиво освещает скалы. Ветер продолжает надувать. Костер нам вон какой раздул. Сидим, греемся. Палатки на все оттяжки поставили. Камней побольше навалили на оттяжки. Там гора уже догорает, гаснет. Че, Винч, спать? Ну, мы, короче, спать.
Подходим к устью речки Кындын. Надеюсь, в ней вода есть. Ну, это место, собственно, кандидат на дневку. Скалы здесь красивые, можно по окрестностям побродить. Затащились на Кындын, на ближайшую косу. Там чуть-чуть прогребли, здесь чуть-чуть обволачили. И тут относительно мелкая галька. Уже дров мы натаскали. Лодки затащили. Будем здесь ночевать. Дневка у нас даже здесь будет, да, дневка. Завтра сходим в радиалку, изучим окрестности. Впервые можно посидеть у костра. Да? Ну, в смысле, со стульчиком, с лавочкой. Выдвинулись мы в радиалку. Лишних километров 10 намотаем. Пошли вверх по реке. А обратно вернемся по вершине сопки. Вот это яма. Местность, конечно, впечатляет. Вот на том зеленом острове планируем ночевать сегодня. Еще одну дневку сделаем, чтобы освоить все местные красоты. Сад камней и редкого лиственничного леса.
Уже подходим к дому, к лагерю нашему. Отсюда почти весь наш путь просматривается. Мы там вот по долине реки поднимались, потом вот по этой горе поднялись, по ней шли, ну и вот к скалам спустились и сюда идем. Вот такая прогулка получилась. Покидаем нашу стоянку, где планировалась дневка, и повторяем наш путь сегодняшней рadiалки только по воде. Дневку переносим на петлю. Тут несколько перекатов протащить, а в основном на веслах будем идти. Вот здесь под теми камнями глубина очень большая была. По крайней мере, когда с камней смотрели. Да, глубоко. Ого-го. Вот таймень стоит. Не знаю, на камере вид. Вот еще один таймень. Ну, вот такие, килограмм 5, наверное. Опа. Сразу мелко. Встанем либо вот на этих плитах, либо в лесу. Но в лесу не хотелось бы. Сейчас сухо, ветрено, мало ли что, загорится еще. Лучше на камешках встать и не думать об костре тогда. Единственное, придется дрова таскать через перекат, но это один раз перетащим, да и все. С камней вид будет лучше, все вокруг видно, деревья не мешают. А и глубина, кстати, тоже очень большая. Днем смотрели, очень глубоко. Каньон. Ага, сидит. Ушел. Ну, была поклевка. Ну-ка, еще разок надо. Ага,
Есть. И второй за ним пришел. Смотрит, что это с ним. А что ты будешь делать? Вот и третий, их трое здесь. Четвертый. Ух ты. Там они все за ним плавали, смотрели. Вон, смотри, вот они. Этот бесится, и четверо за ним гоняют. Ну. Не, отпустим сейчас. Он не сильно зацепился. Так. Давай, гуляй. Тихо. О, да. У нас на завтрак сладкий булгур. Что ж, сколько времени? К сладкому. А, обед уже? Ну, на завтрак-то не было. На завтрак сладкий булгур, а к нему ягода. Сейчас ходил, собирал. Час ходил, собирал. На этом еще болотце снимал на видео, на фото. Ну, короче, пока Олег варил булгур, я сходил, ягоду собрал. Да его капец варить минут 40, а то и больше. Это достаточно красиво. Ну, вообще. Ничего красивее в этом лесу не видел. Завтрак от маэстро Евгеньевича. Завтрак туриста. Решили пройтись, окрестности поизучать при вечернем свете. Идем к оконечности вот этого скального гребня, под которым стоим.
пожалуй, самый выгодный свет за все время, как мы здесь стоим. Но нам уже пора собираться. И так от графика отстаем. Длительная дневка у нас получилась. Отчалили. У нас там подопытный под водой. Сегодня чудесным образом воскресшая семерка, которую мы вчера утопили. Как оказалось, со временем герметичность у них утрачивается. О, таймень вон он внизу. Не знаю, попал, нет. Еще раз посмотреть в глубину, пока вода чистая. Сейчас будем выходить в мутные воды Котуя. На Котуе почти штиль. Даже отражения сопок и скал в воде появились. Вон в распадке впереди на ручье 700-й километр нашего трека. Останется 200 километров до финиша. Все, зачалились, встаем. Решили долго не выбирать место под стоянку. Дождь нас преследует. Ну, пока такой символический. Ну, кто его знает, какая туча следом придет. Так что надо побыстрее палатки ставить, пока дождь не нагрянул. Так, а где мы присмотрели это место? Палатки мы установили. На все оттяжки. Ждали ливня грозового с порывистым ветром. А он до нас пока так и не дошел. Как-то стороной обходит. Но приближается. Костер зажгли. Начинает капать. А мы подготовились. Подожди. Дождь прошел. Часа два, наверное, тут полоскало нас. Все теперь чистое. Вот там вроде как облака
расплющиваются, давление начало расти. Но за горой все равно какие-то подозрительные торчат. Надо было лодку подкачать. Хотя сейчас потеплеет, наверное. Я вот здесь остановился. Думал, вот за коргой сюда в эту курьюшку забросить. Тут рыба играла. И олени начали переплывать их вот сюда. Их течением сносило. Я думал, сейчас сюда причалят, меня вообще тут растопчут. Ну их так снесло, и они вон там причалили. Мух с собой привели. Ужас. А когда плывут, над водой одни рога торчат, фыркают. Вон еще олени идут. Лагерь поставим, они, наверное, через лагерь прям пойдут. А за ними волки. Ну а волки куда они? Что им еще делать? Они за оленями должны ходить. Ну а волкам-то до тебя какое дело? У них вон олени. Они их пасут. А рога эти тяжеленные. Как они вообще на голове их носят и еще плавают с этими рогами. Встали мы на обед на речке. Ну, не в самом устье, там вон устье повыше, на перешейке. Она петлю делает, и вот здесь вот буквально 20 метров там она течет. Место красивое, вот вверх по течению, по Котлу перспектива красивая открывается. Ветер поднялся. Мы причаливали, уже ветер сильный был. Сейчас пока обедаем, вот, прям разбушевался. На воде уже даже барашки появляются. К нам вот кто пришел. Придется гречку на троих готовить. Ты откуда такая взялась? Щенки где-то у нее. С молоком ходит. Потерпи, гречку приготовим, отсыпем тебе. У нас третий едок, он уже ждет. Сейчас топленого масла добавим, вкуснятина будет. О, пойдет. Пёсель, вот твоя доля. Вроде остыла. Уплетает гречку. Настоящий турист. Чего мне гречку дали бы кусок мяса. Мы почти сделали 15 километров после обеда. На повороте слева на косе рассчитываем встать. Ну и поскольку все, мы уже почти пришли, ветру дуть больше незачем, и он прекратился. Для чего встречный ветер, если мы уже пришли? Расположились мы на косе. Как только начали подходить, ветер стих. Еле-еле дул, даже иногда попутно. А когда на берег вышли, так вообще штиль.
Но небо зато красивое сегодня. Да уж, это вам не Крым. Мы пока в каньонах этих плавали, так небо вообще не видели толком. А на севере оно красивое. Олег кого-то там поймал. Ну, вернее, еще не поймал. Оно еще в воде. Щука! На обеде пожарим. Я тоже попробую забросить. Опа. Все, взяла. Ну, разматывай. Уже... Ну, тебе помогать, что ли? Разматывай. Солнце уже низко, по времени ужин, но у нас обеденная остановка. Вышли-то сегодня поздно, поэтому у нас обед 8:30. Евгений решил сделать салат из дикого лука. Из диковинного. Щука уже разделана, ждет очереди. Сейчас чай попьем, и потом наступит очередь сковороды и щуки. Добавим немного зеленого лука. Рыба уже готова, лук особо жарить не будем, только прогреем, чтобы запах обжаренного лука появился. Ну все, обед у нас готов. Жареная щука с картофельным пюре. Ну и чипсы зеленого лука получились. Смотри, в глазах вытягивается откуда-то. Облака? Ну, откуда непонятно. У меня больше вон та стена непрозрачных облаков. Так она ж туда улетела. Она от нас улетает. Ну, весь день шло туда. Наша непрозрачная стена, вон она.
Подходим к поселку Кресты. Это единственный населенный пункт на реке Катуй. И то он уже в устье находится. Вернее, на слиянии Котуя и Хиты, которые образуют реку Хатанга. Население сотни 2,5, наверное, в поселке. Ну вот оттуда Котуй, а вот оттуда Хита. Ну, если сверху со спутника смотреть, они одинаковые речки. Ну туда дальше вниз река Хатанга. Это восход солнца. Оно часа на 1,5, на час скрывалось. Мы вот устроились. Сейчас 2 часа ночи. Хлеба в магазине нет. Поэтому делаем сами сейчас лепешку. От ветра немного скрылись. Тут бруствер такой песчаный. То ли ветром намело, то ли волнами. Ну а мы вот здесь на полянке устроились. Пока я в магазин ходил, Евгеньевич гору дров натаскал от скуки. Ждем теперь. Так, а что там лепешка-то делает? Пока с камерой ходил, сгорела, наверное. Сейчас посмотрим. А, не, красиво, она даже температура подходящая, она даже поднялась. Почти готово, Евгеньевич. Наш заключительный марш-бросок в этом походе. Волок. До аэропорта. Тут километра 3 идти.